Из-за того, какие годные игры в сегодняшней подборке, мне пришлось удалить все свои старые шутеры, гонки и аркады из своего телефона. Сегодня я покажу тебе действительно охренительные оффлайн и онлайн игры на телефон, а также поделюсь очень интересными новостями. Следи за топом до конца и приятного просмотра. Открывает наш топ новинок на Android и iOS Project Island. В нем есть онлайн-элементы. Например, перед началом выживания вы выбираете остров, где хотите заселиться. Возможно, он принадлежит не только вам, но и другим игрокам, так как в том же описании разработчики предупреждают о возможных врагах в лице геймеров. Производство орудия труда в Project Island не занимает особого труда, тем более, что большинство из базовых вещей вы будете узнавать через обязательные квесты, за которые выдают награду. Постепенно получится построить убежище на берегу моря, где спокойно ставятся верстаки для создания огнестрельного оружия, патронов к нему и так далее. Isle of Arrows – проект для ПК и смартфонов, в котором мы расставляем защитные здания на вечно растущей земле. При этом каждый ход генерируются рандомные плитки, враги, награды и ивенты. Чем больше проходите сюжетную кампанию, тем больше элементов разблокируется. Помимо этого, разработчики добавят еще два режима – рукавица и ежедневная защита. Сама кампания разбита на 3 тематических биома со своими правилами и сложностями. Marvel Snap – необычная кокаин на смартфоны ПК, где игроки собирают колоду из героев и злодеев вселенной Marvel. Официальная дата релиза нацелена на 18 октября. Ее раскрыли в свежем трейлере, где закадровый голос предлагает сыграть партию Marvel Snap вместо чтения инструкции освежителя воздуха в уборной. Авторы Marvel Snap заявляют, что игровой процесс в этой кокаи проще, чем в пасьянсе. Кстати, вы уже сейчас можете попробовать пробную версию по ссылочкам в описании в моем телеграм-канале. В последнем официальном посте разработчики CarX Street рассказали о дальнейших планах на игру. Первое, что вам может не понравиться, актуальную дату выхода Android-версии перенесли на октябрь 2022 года. Точной даты выхода пока что нет, поэтому подпишись на канал Дитрих ТВ, я буду держать вас в курсе. Ну а теперь давайте поговорим о хорошем. Android-версия CarX Street будет бесплатной. Ну а если у вас вдруг iPhone или iPad, вы можете расслабиться, ваш прогресс не удалят после выхода CarX Street в Google Play. Это означает то, что если сервера будут общие, то стоит рассчитывать на дисбаланс. И да, iOS-геймеры уже могут насладиться мультиплеером в реальном времени, его и другие фичи добавили в последнем обновлении. Exile Avengers Fire – мобильная MMORPG, сюжет которой рассказывает о главном герое, чью семью убивает некий человек в маске. В итоге у ребенка психологические проблемы и переход на темную сторону. Постепенно он встречает таких же людей – мечника, мага, разбойника и охотника. Эти мстители основывают альянс и обещают отомстить тому человеку в маске. Несмотря на этап предзагрузки, Exile Avengers успела получить 4,8 звезды из 5 в Google Play, так что обязательно попробуйте данный проект по ссылочкам в описании. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Residual. Это пиксельный симулятор выживания, в котором вы высаживаетесь на незнакомой планете и отправляетесь в путешествие с целью выжить. Вы будете погружаться все глубже и глубже в местную систему пещер, где скрыты разные технологии древней цивилизации. Вас ждут в равной мере элементы исследования, выживания и головоломок. Но одна из хороших, как по мне, особенностей – это отсутствие насилия. Wild Arena Survivors – королевская битва на смартфоны от Ubisoft. Хочется поговорить о том, что зарубежные издания передают, что новая IP в лице Wild Arena Survivors на самом деле появилась из-за провальных показателей проекта во время пробного запуска. Видите ли, для мобильных игр нужно проводить маркетинг, кампанию по предреге, бета-тесты и так далее. Это позволяет привлечь аудиторию. Но Ubisoft почему-то ничего из этого не делала. Получается, что во время пробного запуска Wild Arena не получила достаточно органического трафика, чтобы переименовать ее в Far Cry Wild Call. Поэтому сейчас Ubisoft отбивает затраты на проект, только Sensor Tower передает, что в том же App Store игру скачали всего лишь 3000 раз за первую неделю, а ее доход составляет жалкие $67.
Хотя, как по мне, со стороны игра выглядит достаточно годно. Paco Highway. В плане геймплея это типичная аркада с обгоном машин, только с отличным саундтреком в стиле Synthwave и картинкой а-ля Vice City. В Paco Highway действует следующее правило: врезайтесь на нитро в другие машины или проезжайте рядом с ними, чтобы получить дополнительное время. Если ехать слишком аккуратно, то счетчик опустится до нуля, и тогда машина взорвется. От пройденного расстояния зависит, сколько золота вы наберете и какое место в списке лидеров попадете. 20 Minutes Till Dawn – новый рогалик на ПК и смартфоны, где вы должны выживать в течение 20 минут. Судя по геймплею, проект вдохновлялся Vampire Survivals, поэтому ждите пиксельную графику и море врагов. Разработчики 20 Minutes Till Dawn обещают широкий выбор персонажей и оружия с разными игровыми возможностями. Героев ждут более 50 апгрейдов для уникальной прокачки, а в последующих обновлениях ростер персонажей будет расширен. Iron Marine's Invasion – новый проект от издателя Ironhide Games. Вместо того, чтобы стоять на месте и ждать волны врага, мы будем строить здания и отправлять отряды бойцов на завоевание карты. Чтобы помочь войскам, вы сможете вызывать подкрепление и использовать специальные обилки, например, призвать удар с воздуха. Nerf Battle Arena – шутер от первого лица. Здесь вы, братюни, должны участвовать в схватках на арене в формате 3 на 3. По сеттингу игра напоминает Splatoon от Nintendo. По мере прохождения вы коллекционируете бластеры, которые выбиваются из лутбоксов. Постепенно разработчики обновляют игру, добавляя новые режимы, карточки и оружие. Скачать данный проект и остальные вы можете по ссылочкам в описании в моем телеграм-канале. Зарубежные издания передают, что Little Nightmares получит мобильную версию. Напомню, что эта игра вышла в 2017 году, после этого для нее делали адаптацию для сенсорных экранов Very Little Nightmares. Кстати, переносом полноценной игры на смартфоны занимается студия PlayDigious, которая известна за работу над Dead Cells. Это значит, что порт будет отменным. Little Nightmares Mobile ожидается этой зимой. Rogue Company Elite – командный шутер на смартфоны. В нем вы можете выбрать оружие нескольких типов – штурмовую винтовку, дробовик, снайперку и так далее. Помимо этого есть дополнительное вооружение, например, гранаты. В главном меню вы можете найти описание каждого оружия, а также разглядеть его 3D-модель с разных сторон. Конечно, точечные настройки интерфейса управления и графики тоже присутствуют. Dragon Valley World – мобильная ММО, ранняя версия которой доступна на Android. Бета-тест для нее будет проходить до 16 сентября, а после закрытия серверов весь прогресс будет удален. Если судить по описанию в китайском маркете, то она сделана в мире игры Dragon Nest, локализатором которой выступал Mail.ru. Помимо походов в данжи со своими друзьями в Dragon Valley World, вы сможете рыбачить, готовить блюда и участвовать в PvP. Графика, конечно, чуть хуже той же Moonlight Blade Mobile, но попробовать стоит. Ну а в своем телеграм-канале я скину инструкцию по установке данной игры. Broken Ranks – это фактически продолжение другой MMORPG The Pride of Tearn. У нее новинка позаимствует многие черты. Главная фишка обоих проектов – это совмещение элементов MMORPG с классическими изометрическими ролевыми играми. Разработчики обещают огромный открытый мир и 300 локаций, 400 уникальных монстров, включая боссов, мощное снаряжение и захватывающую нелинейную историю. Инди-платформер с элементами survival – это звучит интересно, и Rain World подогревает интерес геймеров необычным сюжетом. Действие игры переносит нас в постиндустриальный мир, где на руинах цивилизации обитают странные создания – слизни-коты. Одно из этих существ, оказавшись в труднопроходимых лабиринтах и промышленных развалинах, становится вашим персонажем. Его вы будете спасать, приводя через тонну процедурно сгенерированных уровней. Геймплей игры смело можно назвать
хардкорным. Смерть здесь таится на каждом шагу, а маленькому герою нужно выжить любой ценой, невзирая на опасности и соперников. У каждой ситуации в Rain World есть пути решения, а у каждого уровня несколько путей прохождения, поэтому добраться до финала можно разными способами. Если вы любите Киберпанк 2077, то в последнем обновлении игроки получили аркадную игру «Шевелись, плотва». Она доступна в Найт-Сити. В ней, если добраться до вершины рейтинга, то можно заработать специальные призы, в том числе деньги и предметы. Так вот, эту же мини-игру запустили на iOS и Android. Она бесплатная, в ней нет внутриигровых покупок и рекламы. Геймплей в «Шевелись, плотва» слишком прост, даже для смартфонов. Пиксельная лошадь убегает от ведьмака, собирая по дороге яблоки и морковку, уклоняясь от грифонов и перепрыгивая всевозможные препятствия. Онлайн-элементов помимо доски почета нет, также вы не можете купить полную версию или посмотреть рекламу, чтобы продолжить с того же места. Wreckfest Mobile – прямой порт с ПК и консолей, причем разработчики изменят управление под сенсорные экраны и снизят графику, чтобы игра запустилась хотя бы на устройствах среднего класса. Так вот, в App Store указано, что мобильная версия Wreckfest может выйти 25 октября. Радует, что Wreckfest Mobile будет поддерживать контроллеры, также разработчики не будут собирать ваши данные, что отменяет наличие рекламы. Помимо этого, в App Store указано наличие русской локализации. Королевские битвы на смартфоны можно делать нормально, это доказывает Apex Legends Mobile. В то же время Gaijin Entertainment разрабатывает Sea Seed Mobile. Этот проект доступен на Android в ряде стран. Перед матчем вам предстоит выбрать одного из героев, а потом отправиться на карту, которая явно вдохновлена Второй мировой. То есть всевозможные бункеры, вырытые туннели и шлемы солдатов немецкой армии на это намекают. Если вы посмотрите на геймплей, то увидите сильное упрощение в плане управления и графики. Gaijin выбрал болотную цветовую палитру с преобладанием салатового и желтого цвета. В Sea Seed Mobile вы уже можете управлять машиной и ломать на ней заборы. Правда, достаточно ли этого, чтобы быть лучше других, я не думаю. Crude Broken Heaven – мобильный экшен с 3D графикой и полетами вайфу на метле будущего. В ходе битв с некими инопланетными созданиями, похожими на роботов, игроку предстоит уклоняться от всевозможных обилок и выстрелов. Причем порой доходит до такого, что на экране очень много спецэффектов. Это точно приведет к тому, что ваша аниме-девушка будет получать урон. Судя по трейлеру с игровым процессом, который показали месяц назад, Crude Broken Heaven не уступает по графике тому же Genshin Impact. Правда, открытого мира не стоит ожидать. Вообще что-то определенное говорить сложно, так как сами разработчики признались, что они внесли серьезные коррективы в дизайн персонажей и боевой геймплей. Left 4 Dead 2 завоевала в свое время сердца игроков по всему миру. Но это все лирика, так что давайте к делу. На днях в сети появились настоящие вбросы, что якобы фирма AKG Games, которая занимается изданием игр от Blizzard, решила резко поменять свой род деятельности и выпустила на смартфоны мобильную версию Left 4 Dead 2. Видите ли, в Google Play появилось как минимум 2 страницы для Left 4 Dead 2, причем от разных издателей. Кидать на них ссылки я не буду, потому что игры весят около 14 мегабайт, и сразу после запуска вас нахально попросят оформить подписку и приобрести доступ к проекту. Также у этих, в кавычках, издателей много других ПК-портов, так что, братюни, пока что не ведитесь на всякую шумиху, но это отличный звоночек, что такой проект все-таки стоит ожидать в будущем. Assassin's Creed Project Jade – вероятная мобильная игра от Ubisoft, действия которой разворачиваются в Китае. Я предполагаю, что подобное название было взято по двум причинам. Первая – в честь продюсера первых частей Assassin's Creed, а также слово Jade переводится как нефрит, который по заверениям вики-страницы Assassin's Creed является символом удачи в Китае. К сожалению, Том Хендерсон не смог подтвердить, в каком жанре будет Assassin's Creed Mobile. Он не уверен на 100%, что увидит
увиденное им это правда. Ubisoft уже пытался перенести стелс-составляющую серии Assassin's Creed на смартфоны, но дальше аркадной Assassin's Creed Восстание дело не дошло. В общем, далее я буду чекать инфу по данному событию, а вы подписывайтесь на канал Dietrich TV и мой телеграм-канал, чтобы оставаться в курсе дел. Call of Duty Warzone Mobile – королевская битва, которая, если не будет прямым портом с ПК и консолей, то по крайней мере по графике и общим впечатлениям она превосходит PUBG New State и встанет в один ряд с Apex Legends Mobile. Ну ладно, это все лирика, а детали мы узнаем 15 сентября, если верить изданию GameSpot. Также на его YouTube канале было опубликовано видео с анонсом официального названия Warzone Mobile. Жалко, правда, только оно длится всего лишь 8 секунд. Но те, кто уже подписан на мой телеграм-канал, могли видеть данный трейлер первыми. Так что не жди, подписывайся, братюня. Ну а пока мы ждем официальных новостей о Call of Duty Warzone Mobile, на своих экранах вы можете видеть геймплей с альфа-тестирования. Кстати, помимо этого у проекта известны системные требования. И еще, есть небольшая инсайдерская информация, в которой говорится, что в мобильной версии будет на 30 игроков меньше на одной карте, чем в Call of Duty Warzone. Ну и напоследок, Apple провела ежегодную презентацию, в ходе которой показала новые Apple Watch, Apple AirPods и, конечно же, смартфоны iPhone 14. Были показаны 4 версии: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Получается, развитие серии mini прекратилось из-за низких показателей продаж. Также оказалось, что в плане дизайна особых инноваций нет, стандартная и плюс модели так вообще заставляют задуматься, а что-то новое есть? В общем, я думаю, презентацию и все характеристики вы и так хорошо видели, у меня лишь один вопрос. Собирается ли кто-то переходить со своего старенького яблока или может даже с андроида на iPhone 14? Напишите в комментариях.